Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас связать вместе со мной вот такие мокасины-ботиночки. Я вот такую модель придумала, которая мне очень понравилась. Она и на ножке смотрится идеально, и в носке будет удобная. Ну и в принципе очень модно и красиво. Для вязания этих мокасин я взяла вот такую подошву. Она довольно удобная, на низком ходу, без каблучка. Вот, и пряжу. Пряжу я взяла Melissa Sweet, 75 граммов моток, 168 метров. Я думаю, что на ботиночке нам понадобится 2 моточка, и мы посмотрим в конце, как получилось. И 2 беру крючка. У меня 2,5 крючок и 3,5 миллиметра. Пару маркеров и начинаем. Для начала обвязываю подошву. Делаю это как обычно. В предыдущих моих видео я показывала очень много раз. Прокалываю здесь вот подошву для этих ботиночек. Я проколола, сделала отверстие на расстоянии полсантиметра одно от другого по всем окружности. И в каждое отверстие провязала по 2 столбика без накида. Вот так по кругу, в каждое отверстие 2 столбика без накида. Между столбиками ничего не вяжу, никаких воздушных петлей, ничего. Просто по кругу 2 столбика без накида. В конце ряда заканчиваем ряд соединительным столбиком. И дальше начинаем вязать первый ряд. Здесь в каждую петлю, которую у нас получилось в результате обвязки, мы провязываем столбик без накида. По кругу каждую петлю столбик без накида. Таких рядов нам нужно сделать 2. Не забываем воздушная петля подъема в начале ряда, и дальше вяжем столбики без накида по всей окружности 2 ряда подряд. Вот 2 ряда провязали, теперь третий ряд будем вязать крестиками. Здесь вот смотрите, значит, первый столбик без накида вяжем, пропуская одну петлю. Пропускаем петлю, столбик без накида, потом возвращаемся в ту петлю, которую мы пропустили, и вяжем снова столбик без накида. Снова одну петлю пропускаем, столбик без накида, затем в ту петлю, которую пропустили, возвращаемся, снова столбик без накида. Пропускаем одну петлю, во вторую вяжем столбик без накида, затем ту петлю, которую пропустили, в нее вяжем столбик без накида. Повторяем так до конца ряда. У нас столбики ложатся как бы один на другого в перекрестном таком порядке, перекрещивая друг друга. Сейчас я вам еще раз дойду до боковой части и покажу более подробно. Вот так мы пропускаем одну петлю, потом провязываем столбик без накида, и затем вот в эту петлю между двумя столбиками, которую мы пропустили, вяжем столбик без накида. Получается вот такой по кругу как бы кант из крестиков.
Довязываем до конца ряда. Вот ряд мы провязали. Теперь заканчиваем ряд соединительным столбиком, столбик, воздушная петля подъема, и затем вяжем следующий ряд столбиками без накида, так же как первые два мы вязали. И провязываем до конца столбиками без накида. Вот ряд мы закончили, у меня получилось 4 ряда. И я считаю, что этого достаточно для высоты подъема на мой размер, на 36 на узкую ножку. Если вам недостаточно, добавляйте. Будем вязать дальше перед. Перед вяжем по лицевой стороне. Здесь на пятке можно нить обрезать. И по переду находим центральную петлю, то есть середину переда мыска. На ним нам нужно найти центральную петлю четко. И там мы отметим ее маркером. Вот здесь у меня будет центральная петля, середина подошвы. Ставим маркер и начинаем сейчас вязать. Отсюда будем считать петли. Вправо отсчитываю 6 петель. Вывязываем вот такой узор. Это как бы решеточка. Очень симпатично смотрится на этих ботинках. Начинаем вязать первый ряд. Так, от маркера отсчитываем 6 петель. Значит, привязываемся столбиком без накида, потом еще вяжем 2 воздушные петли. Делаем накид, отступаем 2 петли и в третью столбик с одним накидом. Накид. И теперь вот там, где мы 2 петли пропустили, да, рядом со столбиком в предыдущую петлю, как мы вот делали крестиком, да, обвязку, столбик с одним накидом провязываем рядом со столбиком в заднюю петлю за столбиком. Накид. Пропускаем 2 петли, столбик с одним накидом в третью. Накид, и снова вот там, где мы 2 петли пропустили, в одну петлю перед столбиком столбик с одним накидом. Накид, убираем маркер, он нам уже не нужен, пропускаем 2 петли и в третью столбик с одним накидом. Теперь снова делаем шаг назад и в предыдущую петлю столбик с одним накидом. Вот мы провязали уже таких 3 перекрещенных пары столбиков с накидом и вот 3 воздушных петли. Вяжем еще один перекрещенный вот такой столбик. 2 петли пропускаем. Третью столбик с одним накидом и потом в предыдущую петлю от столбика также вяжем столбик с одним накидом. Теперь пропускаем 2 петли и в третью столбик без накида. Первый ряд мы закончили.
Переносим эту петлю оставшуюся на маркер. Прокладываем нить на правую сторону на начало ряда и будем вязать второй ряд. От первой петли отступаем 2 петли, пропускаем, и в третью столбик без накида и 1 воздушная петля. Теперь накид, и вот сюда, вот в эту арочку в первую, вяжем столбик с 1 накидом. Накид, и вот сюда во вторую арку уже за парой из столбиков с накидом вяжем столбик с 1 накидом. Накид, и теперь возвращаемся вот в эту арочку в первую и вяжем столбик с 1 накидом сюда, то есть делаем снова перекрещенные столбики. Здесь остался конец нити, он мне мешает, я его обрежу. Все, он уже закреплен, поэтому отрезаем его. Теперь снова накид. Следующую арку столбик с 1 накидом. Затем накид. Возвращаемся в предыдущую арку, столбик с 1 накидом. Накид. Теперь в следующую арку столбик с 1 накидом. Накид. В предыдущую арку столбик с 1 накидом. Накид. Последнюю арку провязываем столбик с 1 накидом и заканчиваем столбиком с 1 накидом в предыдущую арочку. Вот это мы в каждую арочку провязали перекрещенные столбиками с 1 накидом. Теперь в конце делаем накид, протягиваем нить вот из-под этой арочки и сразу же снимаем на крючок петлю с маркера и провязываем столбик с 1 накидом. Отступаем 2 петли и в третью столбик без накида. Второй ряд закончили, снимаем петлю на маркер. Протягиваем нить на правую сторону на начало ряда и провяжем еще 1 ряд вместе, третий. Отступаем 2 петли, в третью столбик без накида и воздушную петлю. Накид и столбик с 1 накидом под первую арочку. Накид, столбик с 1 накидом под следующую арку, накид и столбик с 1 накидом в предыдущую арку. Дальше накид, в следующую арочку столбик с 1 накидом, накид и столбик с 1 накидом в предыдущую арку.
Накид, обвязываем следующие 2 столбика, в следующую арочку столбик с одним накидом, затем столбик с одним накидом, возвращаемся в предыдущую арку. Дальше также обвязываем 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда с обоих сторон столбиком с одним накидом. Сначала с левой стороны столбик с одним накидом, затем с правой стороны столбик с одним накидом. Вот здесь у нас осталась одна пара из 2 столбиков с одним накидом в предыдущем ряду. Обвязываем их с обоих сторон. Слева столбик с одним накидом, затем справа столбик с одним накидом. В конце делаем накид, протягиваем нить под вот эту арку, снимаем с маркера петлю на крючок и вместе с этой петлей провязываем столбик с одним накидом. И пропускаем 2 петли в третью столбик без накида. Последнюю петлю переносим на маркер. Вот довольно простой узор получается. Я думаю, что дальше вы свяжете сами. По 2 петли вот так отступаете, с третьей начинаете. И вот такие перекрещенные петельки вяжем. В итоге должно у нас получиться вот такое на выходе внешний вид у переда. Здесь у нас будет всего 13 таких рядов. Вот столбиками с одним накидом в виде решеточки вот такой. Все, продолжаем вязать также и провязываем 13 рядов вот таким рисунком. А дальше мы уже начинаем вывязывать вот пятку вот здесь. Вот эти 13 рядов, когда закончились, мы вот здесь ряд не заканчиваем, не разворачиваемся, нить не протягиваем, а продолжаем вязать уже по боковой части. Столбиками без накида вяжем по боковой части вокруг вот сюда до этого угла. Здесь доходим до угла, угловую петлю пропускаем, провязываем 2 соединительных столбика, разворачиваемся и в обратном порядке снова столбиками без накида по изнаночной стороне вяжем до противоположного угла. Здесь снова до угла дошли, вот эту петлю угловую пропустили и провязываем 2 соединительных столбика. Разворачиваемся, вяжем в обратном порядке. И вот таким образом будем провязывать 12 рядов. В конце каждого ряда пропускаем петлю, начинаем, вяжем 2 соединительных столбика, назад начинаем вязать со второй петли, таким образом привязывая боковые части к переду. Провязали 12 поворотных рядов, и теперь мы уже будем вязать вместе переднюю и боковые части. Вот таким образом провязываем, переходим на перед и продолжаем вязать столбиками без накида по кругу.
Провязываем весь ряд вот сюда до этого угла. Здесь заканчиваем вязание, провязываем 2 соединительных столбика, и затем уже мы можем обрезать нить. Теперь эту нить вытягиваем на изнаночную сторону и прячем ее в вязание. Ну а теперь начинаем узор. Будем вязать его с середины пятки. Узор, он вообще кратен 12 петлям, но вы посчитайте, если у вас там будет больше или меньше, то можно будет количество петель откорректировать. Итак, в центре пятки привязываемся столбиком без накида и вяжем еще 2 столбика без накида, то есть всего 3 столбика без накида. Теперь 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем и в третью столбик без накида. Вот у нас такая арочка должна получиться. Дальше провязываем 6 столбиков без накида. Всего получилось 7 столбиков без накида. 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью петлю столбик без накида и в следующие 6 петель еще по столбику без накида. 7 столбиков без накида. Вот что получается у нас. Вот тут мы провязали 3 столбика без накида. Потом у нас воздушные петли, арочка получилась, 2 воздушных петли, 7 столбиков без накида, 2 воздушных петли. И так дальше продолжаем до конца ряда. Здесь в конце ряда 3 столбика без накида и соединительный столбик. У меня не хватило вот здесь одной петли, поэтому у меня получилось не 7, а 6 петель в одной вот здесь. Но это ничего, это незначительно. Теперь вяжем 3 воздушные петли. Это следующий ряд узора. И вот сюда, под эту первую арочку, 5 столбиков с одним накидом. Провязали 5 столбиков с одним накидом, теперь 3 воздушные петли. И снова под эту же самую арочку сюда же вяжем еще 5 столбиков с одним накидом.
Вот у нас получилось 5 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли и 5 столбиков с одним накидом в одну вот эту первую арочку. Дальше 3 воздушных петли. И вот здесь, где у нас 7 столбиков без накида, отсчитываем 3 столбика и в четвертый, в центральный, провязываем столбик без накида. Три воздушных петли. И теперь уже мы начинаем вязать 2 пары из 5 столбиков с одним накидом и 3 воздушными петлями, как вот прошлые, следующую арочку. Вяжем 5 столбиков с одним накидом, затем 3 воздушных петли и еще 5 столбиков с одним накидом. Все в одну арку. Вот что мы провязали: 3 воздушные петли, потом в арочку вязали 10 столбиков с одним накидом по 5, между ними 3 воздушных петли, потом мы провязали, опять же пропустили 3 петли в четвертую, 3 воздушных петли в четвертую, столбик без накида, снова 3 воздушных петли и опять из арочки 10 столбиков с одним накидом, между ними 3 воздушные петли. Провязываем так до конца ряда. Встречаемся здесь в конце ряда, соединительная петля. Следующий ряд будем вязать по изнаночной стороне. Вяжем рельефными столбиками. Накид. Обхватываем этот столбик спереди и вяжем столбик с одним накидом. Накид. Снова обхватываем следующий столбик и столбик с одним накидом. Накид. Обхватываем столбик, вяжем столбик с одним накидом. Провязываем еще 2 рельефных столбика. И с лицевой стороны у нас получается вот такой как бы бортик. Очень красивый получается узор. 5 столбиков провязали, теперь 3 воздушные петли. И точно так же рельефными столбиками с одним накидом провязываем следующие 5 столбиков. Каждый столбик как бы обвязываем, берем, обхватываем его с
с задней стороны и наперед вытягиваем нить и провязываем столбик с одним накидом. Вот провязали 5 столбиков. Здесь вот над этими воздушными петлями ничего не вяжем, а сразу же переходим к следующим группе из 10 вот этих столбиков с одним накидом. Вяжем рельефными столбиками следующие 10 столбиков с одним накидом, между ними 3 воздушных петли. Вот 5 столбиков рельефных провязали, и теперь 3 воздушных петли и затем еще 5 рельефных столбиков. Дальше переходим к следующей группе из столбиков с одним накидом. Таким образом доходим до конца ряда. Вяжем весь этот ряд рельефными столбиками с одним накидом. Вот ряд мы прошли, соединительный столбик, вот такой красивый узор у нас получается. И следующий ряд будем вязать снова по лицевой стороне. Тут мы вяжем только поворотными рядами. Вот сейчас мы провязали с вами третий ряд узора, а теперь мы будем повторять еще раз второй ряд и третий ряд. 3 воздушные петли. Теперь вот под эти 3 воздушные петли вяжем 10 столбиков с одним накидом, парами по 5 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли и еще 5 столбиков с одним накидом. Все вот под эти 3 воздушные петли.
Вот провязали точно так же, как мы вязали во втором ряду. Теперь 3 воздушные петли. И вот сюда посередине под эту арочку мы вяжем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли и опять 5 столбиков с одним накидом и 5 столбиков с одним накидом под арку, и между ними 3 воздушные петли. Вот так получается точно, вот рисунок над рисунком идет. Все очень понятно, очень просто. Теперь 3 воздушных петли и вот под эту арочку посередине сюда столбик без накида. Снова 3 воздушных петли и дальше идем опять 2 пары из 5 столбиков с одним накидом, между ними 3 воздушных петли. И так продолжаем до конца ряда. Думаю, что тут все понятно, и вы справитесь уже сами. И встречаемся вот здесь. Теперь у нас уже 4 ряда узора. И будем вязать сейчас по изнаночной стороне. Точно такой, как мы вязали 3-й ряд, мы провяжем 5-й ряд. Это будут рельефные столбики. Я думаю, что для вас здесь никакого труда уже не составит самостоятельно их связать. Поэтому вяжем рельефные столбики полностью весь 5-й ряд. Заканчиваем соединительным столбиком ряд. Вот так продолжаем узор этот и встречаемся в конце ряда вот здесь. Здесь соединительный столбик. Соединяем вот эти две группы из рельефных столбиков.
Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и теперь сделаем обвязку. Между каждым столбиком мы провяжем по 2 столбика без накида. Между каждым столбиком с одним накидом 2 столбика без накида. Вот таким образом мы как бы открываем здесь немножко 2 столбика без накида между каждыми столбиками. Доходим до воздушных петель. Здесь, где 3 воздушных петли, обвязываем их 3 столбиками без накида. Дальше опять между каждым столбиком по 2 столбика без накида. И вот получается у нас такая красивая обвязка. Мы как бы раскрываем веером верхнюю часть узора. Дальше 3 воздушных петли, снова 3 столбика без накида. Здесь между каждым столбиком по 2 столбика без накида. А под 3 воздушными петлями снова 3 столбика без накида. Продолжаем так до конца ряда. В конце ряда соединительный столбик, и нить можно обрезать. Вязание мы закончили. Конец нити прячем в вязание, и все, изделие готово. Дорогие друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Если у вас какие-то вопросы возникают или вы хотите мне что-то написать, пишите в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. Успешных вам и ровных петелек. До новых встреч!